Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам две орхидеи, которые я недавно приобрела в Leroy Merlin. Если вы смотрели обзор, буквально был выставлен день назад, ссылочку я оставлю, конечно, на этот обзор в правом верхнем углу под видео. Можете посмотреть, какие нам орхидеи привозят в Leroy Merlin. И я купила две таких орхидеи. Кстати, в видео я вам все это показывала. А теперь хочу просто вам показать их немножко подробнее. Они у меня уже провели 3 дня, поэтому целлофановые пакеты я сняла, упаковки. Давайте с вами вместе посмотрим, какие у них корни, какие есть подводные камни. И разберемся, что с ними дальше делать. Вот таких две орхидеи. Одна пурпурный дождь. Наверное, эту орхидейку знают все. Если к ней присмотреться, у нее бархатные такие лепесточки и немножечко с серебринкой. Но, наверное, на камере это будет не видно. Красивые цветы. Эта поставка отличается тем, что все бутоны уже распущены. Наверное, по такой цене можно приобрести такие орхидеи. Цена действительно была сказочная, 398 рублей. Это пурпурный дождь, а у этой названия нет. Но она подкупает тем, что очень похожа на ферлу. Такая же желтенькая, с белой серединкой. Как-то удивительно, здесь еще есть какие-то крапинки. Но если у ферлы красный язычок, то здесь язычок коричневый. Я взяла, потому что такой орхидейки у меня нет. Наверное, что-то они тут мудрили в этом сорте, потому что есть какие-то непонятные. Что-то есть какая-то мутация. Вот эти лепесточки, они какие-то мутированные. Есть абсолютно красивый цветок. Ровный, красивый. Давайте теперь по каждой поподробнее. Сразу скажу, что субстрат мелкий. Здесь не видно, конечно, полностью. Сверху вроде как насыпана кора. А внутри что-то мелкое. Не видно, там кокосовые чипсы, не кокосовые. Но что-то очень мелкое и очень влагоемкое. Корней, вот у этой корней очень мало. Есть раскукленный корень. Вот он. Есть, конечно, сухие корни. Очень мало и очень влажные корни. Но влажные корни на магазин пенять нельзя. Потому что, если видели обзор, там тележку с орхидеями вывезли прямо сразу после получения. И мы ждали, пока они разгрузят машину и вывезут эти орхидеи. Там буквально минут 5 было, но все-таки мы этого ждали. И вот такие были от поставщика орхидеи. Вы знаете, я вам как-то уже рассказывала, что поставщик перед отправкой опрыскивает орхидеи, и вода попадает. Это польские орхидеи, они к нам не идут никакими самолетами, нам везет прямо машина GMP, сначала на склад в Москве, а потом из Москвы, по крайней мере в наш регион, попадают на машине, потому что эта машина, мы ее тоже видим часто, когда она подъезжает в Leroy, это прямо машина GMP. Потому что в наш регион из Москвы можно добраться за 14, за 16 часов даже зимой, а летом и того быстрее. Да, в машине поддерживается температура от 19 до 20 градусов, но когда есть влага в субстрате, то вот с такими мокрыми корнями приходят орхидеи. И магазин тут совершенно ни при чем. Да, и это еще не первый сорт орхидей, поэтому такая низкая цена. Вот с такими влажными корнями я сейчас, даже не знаю, подмороженные они или нет, я сейчас ничего не буду предпринимать. Вот они стоят 3-й день, а корни остаются, во-первых, их тут не очень много, скажем честно и прямо. А во-вторых, были влажные. Вот даже за 3 дня при температуре 25 градусов у меня сейчас в квартире корни не просохли. И вот у этой орхидейки еще одна особенность. У нее очень мало листиков. Всего 3 листа.
Вот они, всего 3 листика. Вот здесь есть какая-то, сейчас вам покажу. Вот здесь есть какая-то ямка, но она не черная, непонятная. Может, там корень прорвал, может, еще что-то. Я хочу просто просушить эти орхидеи и потом принять решение, что сделать с этими орхидеями. То ли их разобрать, поставить на доращивание корней, то ли когда просохнут. Вот здесь тоже корни не очень. Сейчас я эту покажу. То ли когда просохнут, все-таки поливать по краю горшка и смотреть, что будет дальше. В общем, только при полном просыхании корней я могу принять решение, что с ними делать дальше. Сейчас вам покажу сразу эту орхидею. Здесь корней побольше, значительно побольше. Но сразу видно, что есть гнилые корни. Вот они. Есть с черными вкраплениями корни, но все-таки у пурпурного дождя, вот его название здесь есть. Вот название орхидеи «Пурпурный дождь». Хочу еще раз обратить ваше внимание, что когда маленькую орхидейку сажают в большой горшок с торфяным стаканом, вот торфяной стакан там будет внутри, она будет небольшая, там, ну, размер там 1,7, 2,5, не знаю, каких они размеров сажают, но явно маленькую по торфяному стаканчику. Она посажена 20 ноября 2019 года. То есть ей сейчас год примерно и месяц. Вот за год и месяц вырастают такие большие у них орхидеи. Бытует мнение, что орхидеи очень сильно перекормлены. Нет, действительно, за год можно вырастить при надлежащем и правильном уходе, можно вырастить такую орхидею. Но здесь очень важен и перепад температур, и правильные подкормки. Поэтому говорить о том, что у поставщика они чем-то перекормлены, нет, скорее всего, они стимулированы. И стимулированы, может быть, гормонами. Поэтому орхидея так пускается в рост. И я вам уже не раз рассказывала, что мы пытаемся сделать то же самое практически. Но просто мы не применяем гормоны, а применяем удобрения. Мы идем более щадящим методом к выращиванию орхидей, когда мы покупаем маленькие орхидейки. Но на фабриках для того, чтобы удовлетворить наше желание в покупке все больше и большее количество орхидей, поступают так. Поэтому, ну, во-первых, цветущие удобрения мы никогда больше не поливаем, пока они не отцветут, и стараемся ухаживать за ними. Я не могу сказать, что точно так же, как делал это поставщик. Мы просто будем поливать их по краю горшка, наблюдать за корнями и смотреть, когда же мы сможем ее пересадить. Если все нормально будет с корнями, то пересадим мы ее тогда, когда она начнет наращивать новые корни. Если будут какие-то проблемы, мы обязательно ее с вами разберем и пересадим. И то, и другое. Я предвижу, что вот с этой проблем практически не будет. Вот с этой могут быть проблемы. Кстати, у нее на горшочке написано, что это просто то ли новый сорт, то ли тест. Вы мне когда-то писали, что можно зайти на сайт производителя и по тестовому номеру узнать название орхидеи. Да, можно зайти. Но для того, чтобы вот зайти и узнать по номеру, я должна зарегистрироваться как оптовый покупатель и начать покупать у них орхидеи, и в огромном количестве. Тогда я имею право зайти и посмотреть, как называется эта орхидея. А то, что просто у них можно посмотреть, это обыкновенное название, которое мы с вами все знаем. Так что, к сожалению, я лично не могу. Если кто-то может зайти и может посмотреть, как же называется эта орхидея, пожалуйста, зайдите и напишите нам всем, чтобы мы знали, как называется эта орхидейка. Ну и теперь, как всегда, обрежем все сухое и ненужное.
Что-то даже такое гнилое торчит здесь. Да, у нее есть растущий корешочек, и может быть это и спасет ее. Есть вот еще и гнилые корешки. Убираем от шеи. Ну, здесь, кстати, грунта у нее не очень много, поэтому убирать сильно ничего и не придется. Убираю все от шеи. Продолжаю ее просушивать. И буду решать дальше, что с ней делать. Здесь-то не очень много что нужно убирать. А вот здесь оставим ее на фоне. А вот здесь много сухих корешочков сверху. Поэтому все их обрезаем. Да, кстати, вот хотела вам показать, у нее был цветонос. Вот очень часто. Вот один срезанный цветонос. Вот второй цветонос, он, видимо, хотел зацвести, но благополучно сгнил. Поэтому я его сейчас постараюсь отрезать очень-очень глубоко. Так, чтобы вам было видно, как я это делаю. Сложно показать, но, наверное, вот так вот глубоко отрезаю. Вот видите, вроде как и начал расти, но сгнил весь. Вот видите, даже у таких больших орхидей цветоносы отрезаются для того, чтобы добиться лучшего цветения для продажи нам с вами. Все убираем то, что нам не нужно, то, что нам мешает. Ну, это сухие корни в основном. Я не дорезаю до живого, поэтому обрабатывать я здесь ничем не буду. А вы знаете, она хотела пустить еще и третий цветонос. Вот он начал расти, но почему-то перестал. Так, а здесь как убрать грунт? Здесь даже и не видно. Там она так хорошо упакована. Даже и не видно, что там убирать. Так. И корней внутри много. Поэтому убрать я там практически ничего и не могу. Но смотрите, вот здесь вот что-то начало как плесень расти. Вот это точно все надо убирать. Ну что можем от шеи, то и убираем. Не надо там лезть вовнутрь орхидеи и убирать торфяной стакан. Но давайте все-таки ее хорошо просушим, а потом уже примем решение, что с ней сделать дальше. Температура в квартире это сделать позволяет, поэтому так и сделаем. И вот еще, смотрите. Но это все от того, что очень много в горшке влаги. Очень много. Но будем надеяться, что корни не сгниют, и это все не повлияет на дальнейший рост орхидеи. Так, вот такой еще корень можно отрезать. Он тоже уже не нужен. Так, ну все, что плохое, я убрала. И теперь я просто протру листики зеленым мылом. Взяла буквально 200 грамм водички, тепленькой водички, как всегда, 28-32 градуса. Наливаю приблизительно чайную ложечку. Не
нечем помешать, помешаю вот так. 2 разных ватных диска. И каждую орхидею протираю отдельным диском. Вы знаете, что я это делаю всегда. Кстати, хочу вам открыть один секрет. Ну, наверное, это для нас уже это не секрет, для ростовчан. Сейчас наши магазины Leroy Merlin заключают договор еще с одним очень хорошим поставщиком орхидей. И обещают такую пробную поставку сделать перед Новым годом, к празднику. Надеюсь, что обязательно, во-первых, сделаю этот обзор, во-вторых, покажу вам, какой у нас еще будет замечательный поставщик орхидей. Орхидеи, правда, будут подороже, но зато хорошего качества. Так, этот диск я выбрасываю. И очень надеемся, что это будут хорошие сортовые орхидеи. Так что ждите. Подписывайтесь на канал, кому интересно узнать, какой праздничный сюрприз для нас готовят наши цветочные отделы в магазинах Leroy Merlin. Все обязательно увидите. Так, ну я заканчиваю протирать листочки. Протираем листочки, обязательно протираем стволик и обязательно протираем цветоносики. То есть все это мы обязательно делаем, но как всегда я это очень часто показываю. Если есть какие-то вредители, мы чисто механически их убираем. Потом всегда растения идут на карантин отдельно от всей коллекции. Иногда очень бывает сложно выбрать это место в квартире, когда такое большое количество орхидей. Но я знаю, что все орхоманы страдают от недостатка места. Но все равно нужно поставить орхидею на карантин, обязательно понаблюдать, не появится ли каких-то вредителей, обязательно понаблюдать за корнями. Вот пока протирала, хочу вам показать маленький фласочный листик. Вот таких малышек сажают в этот торфяной стакан. Вот с такими листиками. И за год они дорастают до такого цветения красивого. Ну вот так. Карантин. Смотрим, что нужно будет с ними дальше делать. То ли пересаживать, то ли ставить на доращивание, то ли... Ну, в общем, ждем продолжения истории. Надеюсь, что все будет хорошо, и они будут растить корешочки в своих покупных горшках. Очень бы этого хотелось, потому что зимой это большая проблема. И наращивать корни, и пересаживать я не очень люблю зимние орхидеи, потому что они действительно часто очень приходят вот в таком влажном состоянии, и с этим приходится как-то бороться, мириться, ну, в общем, что-то делать. Если интересно, подпишитесь. Обязательно узнаете продолжение истории про эти орхидеи. Пока! Увидимся на канале!